Сегодня я хочу сделать такой небольшой рассказ о 3 вышивках известного дизайнера Джона Эллиона от американской компании Designworks. Это гейши. Я покупала эти вышивки для японского проекта. Такая была спальня в японском стиле. Должна была быть. Это такая зеленая кровать, комод в нежно-зеленых цветах, одна стенка бамбук, веер. И на одной из свободных стен я хотела разместить вот эти вышивки. То есть вышивки я купила под специальный проект, но так получилось, что я этот проект не осуществила. Вышивки у меня остались. И сейчас я хочу сделать обзор для одного небезызвестного сайта, чтобы все эти 3 вышивки продать в одни руки. Сразу скажу, что многие скажут, что да, эти вышивки есть в свободном доступе, схемы. Да, есть, поскольку эти вышивки уже покупались очень давно, они отлежались какое-то время в моем шкафу, который я сейчас разбираю потихонечку, и какие-то вещи буду предлагать на небезызвестный сайт под продажу. Вот размерчики вышивки. Далее, что я хочу сказать? Ну, я бы их не так немножко разместила, вот так. Значит, вот смотрите, чем эти вышивки интересны. Вышивки интересны тем, что у них очень красивые подобраны нити. Далее, каждая вышивка комплектуется бисером, бусинами. Обязательно вот первая вышивка комплектуется золотой нитью. Далее идет тоже бисер. Потом металлизированная нить с позолотой, с металлизированной нитью. И вышивка идет в фиолетовом гейша. Это металлизированная нить и нити. Все нити очень подобраны. Вот на видео издалека вы увидите, что все эти 3 вышивки имеют место вот на одной стене. Очень подходят по цветовой гамме, по, так скажем, цветам. Да, это не один цвет во всех вышивках. Где-то цвета повторяются, где-то нет. Но если взять всю цветовую гамму и вышить и разместить вместе, это будет замечательная как бы вышивка. Ну что в комплекте идет? В комплекте иголка, канва, ну как всегда нитки, бисер. И сразу скажу, что канва тут 14 аида. Это, да, 14 аида. Здесь тоже у нас будет вот 14 аида. Это вышивать намного легче, потому что канва не мелкая. Она довольно вот крупная, если вы посмотрите. Но это и хорошо, потому что это легко вышивать. Сразу скажу, на картинке нарисованы рамки, но вы уже как поняли, и все, кто вышивает, знают, что рамки в сам комплект не входят. Это просто подсказка от дизайнера, как он видит свою картину в итоговом исполнении. Но здесь есть некоторые сомнения, нужна ли такая строгая коричневая рамка. Все-таки я бы предпочла здесь белую рамку, нежно-зеленую рамку, нежно-фиолетовую рамку. Но это на усмотрение уже ваше. Вышивки комплектуются нитками очень хорошего качества. Вообще, эта торговая марка считается одной из лучших. Кто вышивает, те прекрасно знают, как настолько все подобрано, настолько все сочетается. Единственное, что я хочу сказать, эти вышивки, они 3 вышивки, 2 вышивки одинакового размера. Это у нас будет вышивка гейша в красном и в желтом.
А вот в фиолетовом там вышивка чуть-чуть поменьше. Но, вернее, чуть-чуть побольше. Но это можно скорректировать этим рамкой, ну, то есть багетом можно скорректировать паспорту. Тут уже по вашему желанию. Поэтому сегодня вот такие у меня в обзоре 3 вышивки. И, кстати, когда я их покупала, мне пришлось их, когда они только вышли, это был какой-то год, я уже не помню, потому что отлежались они у меня прилично. Вышивки не вскрывались. То есть, если вы видите, это заводская упаковка, они не вскрывались. То есть, в таком варианте, как они покупались, так они хранились. Вот. И тогда их было очень сложно купить, потому что все вышивали. Это очень такой интересный проект для такого стиля японском стиле. Потом просто вот. Но вот я их покупала для действительно для такой вот спальни. Конечно, их можно и в гостиную, их можно в коридор, можно, у кого большая ванная, тоже там можно приспособить, но я вот видела так. Сейчас я разбираю свой большой шкаф под проекты, что у меня было. Периодически какие-то вещи я буду выставлять на небезызвестном сайте продаж у нас, потому что, ну, вот так вот жизнь не стоит на месте. И еще, к великому моему сожалению, я не вышиваю совершенно. Я вышиваю только маленькие элементы. Это в виде там открыточки, какого-то небольшого детского рисуночка, где всего-навсего там стежков 50 максимум. Я объясню почему. Вот со всех видов рукоделия как-то вышивка, несмотря ни на то, что я в одно время планировала вышивать, я вышиваю только маленькие элементы. Это на кукольной одежде, на маленьких кукольных сумочках. Ну вот могу разукрасить какие-то новогодние игрушки, украсить вышивкой. Ну и кукольную одежду. Так я не вышиваю. Для меня эта работа очень сложная, очень как бы тяжелая работа для меня лично. Даже несмотря на то, что 14-я Аида и казалось бы, что да, можно вышить, но, увы, не для меня. Поэтому эти вышивки я предлагаю. Все 3 вышивки одним лотом в одни руки. По цене, как покупала, так и буду предлагать. Никакой наценки я не буду делать. Это цена, по которой я купила, и цена, по которой я хочу продать эти вышивки. Всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр. И если вам вышивки понравились, пишите в комментарии. Но я правда скажу, что вышивки, они вот в хорошем исполнении, вот именно по работе, это очень замечательные вышивки. И будут смотреться великолепно. Я одну из них видела вышитую. Я видела гейшу в фиолетовом. Это прекрасная работа. Но если еще дополнить вот этими вышивками, это будет замечательная, чудная работа и чудные вышивки. Так что предлагаю.